Девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». Сегодня мы будем с вами вязать ровный круг, идеальную основу для детского коврика. Будь это мишка-засыпайка, либо мишка-тедди, либо любой другой детский коврик круглый. Вот, поэтому решила перезаписать основу, потому что в этом варианте получается более ровный, красивый круг. Его все равно нужно отпаривать, как и любое изделие из трикотажной пряжи, потому что сразу выравниваются петельки, можно сделать форму более идеальной. В первом варианте, который у меня было видео, там получается, что нужно было хорошо отпаривать, тянуть за эти уголочки, чтобы формировать прям форму. Вот. Это было труднее сделать. И если вы будете смотреть уже вторую часть, где будет ушки, как пришить, да, связать ушки, треугольный носик, щечки, детали, да, вот во второй части, там можно посмотреть, что круг, он немножко даже с такими линиями, да, по окружности. Вот, в этом же варианте таких линий абсолютно не будет. И повторюсь, что ковер будет, когда вы будете вязать, он будет достаточно ровный, и чуть-чуть нужно будет отпарить, да, ну, в принципе, основа будет практически, ну, можно сказать, идеальной, да. Вот, значит, у меня есть видео, где я вообще рассказываю, как я пришиваю, там и бровки делаю, и вес ковра, расход рассказываю, ссылка вот сейчас будет вверху, и можно посмотреть внизу в инфобоксе про ковер. Есть отдельное видео, 2 вида ресничек, как можно связать более остренькие, более объемные. Есть как мишку Тедди связать, да, носик овальный, глазки как сделать, заплатку, да, для мишки Тедди, сделать улыбочку. Это тоже есть в отдельных видео. Ссылку оставлю на битву ресниц, да, где 2 вида ресниц. И вот для мишки Тедди вяжем детали. И основной, да, мишка-засыпайка, где будет и ушки как вязать, и пришивать. Это будет вот во второй части видео, тоже ссылку оставлю. Это все уже есть на канале. Значит, что нам потребуется, если вы будете вязать основу, если вы будете вязать мишку, да, коврик-мишку. Вот, значит, нам понадобится основной цвет. Я обычно вязала в цвете жемчужный. Это у меня будет цвет грей, называется. На 100 сантиметров диаметра нам понадобится 6 моточков. Ну, конечно, зависит еще от плотности вязания, и лучше взять плюсом 1 моток. Я вам покажу, почему, чуть позже. Сейчас расскажу по всем инструментам, что нам нужно, и сколько еще пряжи, и покажу, почему. Значит, этот цвет пломбир у меня будет, он нам понадобится... либо белый, да, кокос есть у производителя. Вот производителя я использую всегда пряжу Бисквит. У меня есть промокод на скидку 5%. И вот здесь вот напишу промокод, и внизу в инфобоксе найдете сайт на пряжу Бисквит и мой промокод 5%. Значит, это будет основа для мордочки, и для ушек, и если вы будете мишку Тедди делать, да, там глазки нужны будут. То есть, если это мишка-засыпайка, то 1,5 моточка нам понадобится на ушки и на мордочку. Вот, на щечки, да, если вы делаете мишку с щечками, да, то понадобится совсем чуть-чуть на щечки. Даже если вы мишку Тедди сделаете, заплатку, там тоже нужно совсем чуть-чуть. Ну, там для мальчика, для девочки уже подбирайте, это цвет Мальдивы. Вот, есть еще, ну, различные вообще оттенки. У производителя такая шикарная палитра, я постоянно об этом говорю. Можно подобрать на любой вкус, вообще просто подобрать даже по оттенкам. Значит, совсем чуть-чуть нужны, если на щечки, либо заплатка, там совсем чуть-чуть. И черный цвет, да, это цвет Black, его нужно где-то 1/4, наверное, мотка. Вот, значит, нам понадобятся ниточки, обычные нитки. Ну, желательно, конечно, брать более прочные нитки, вот, чтобы нам пришить детали к коврику. То есть саму мордочку мы будем пришивать трикотажной ниткой, некоторые детали мы будем пришивать обычными нитками. Только берите все-таки попрочнее ниточки. Понадобятся маркеры, чтобы ушки нам наметить. Вот, маркеры, можно, если их нет, ничего страшного, можно любые остатки пряжи брать, это в принципе не проблема. Трикотажная иголочка, если нужно прятать кончики, вот, трикотажной иголочкой прячем, но... Если ее нет, ничего страшного, это крючком все прячется. Вот, чтобы пришить, да,
пришить детали, мы будем использовать иголочку тоже для сшивания вязаных изделий. Вот. Можно взять обычную иголочку, просто она очень колется, ей тяжелее пришивать. Вот. Крючки. На коврике я всегда использую крючок номер 9. Вот. И все-таки, наверное, я советую использовать 9. Ну, понятно, что от плотности вязания там тоже многое зависит. Вот, но попробуйте вязать крючком номер 9. Если расслабленно вяжете, видите, что полотно такое, оно у вас... Ну, видите, что оно рыхлое, в принципе, это все видно. Вот, постарайтесь поплотнее затягивать, да, плотнее вязать. Но я пробовала 8 вязать, но все-таки я советую, больший расход на 8 уходит. Попробуйте 9 повязать, вот, посмотрите. Значит, крючок номер 6, номер 7. Это нам нужно для деталей. Если мы будем вязать носик, да, лучше крючком номер 6. Реснички можно тоже номер 6. Вот, но можно и 7 взять на реснички. То есть тоже посмотрите на свою плотность вязания. В принципе, можно 6 или 7 взять. Вот. Сантиметром нам нужно, чтобы мерить, да, сам диаметр ковра, потому что он будет разрастаться. Нужно будет мерить и замерять, ровно ли у нас мы расположили реснички, либо ушки. Вот, то есть он нам тоже понадобится. И хочу вам сказать, почему лучше брать плюс 1 моток. Если вы попадете в другую партию, вот цвет может отличаться. Вот здесь вот, ну, правда, камера, честно говоря, даже больше передает вот эту разницу. На самом деле разница не до такой степени вот видна. Вот, но все равно видно. Вот что этот цвет грей, что и этот цвет грей. Вот, обычно я ковры вязала в цвете жемчужном. Вот, чтобы видели разницу, да, что вот это цвет жемчужный, вот, серый. То есть это вот цвет грей и это грей. Но эти мотки я покупала уже давно достаточно, они у меня были. А это вот новая партия, которая мне пришла. Поэтому цвета вот так вот отличаются. Поэтому имейте в виду, что лучше брать сразу с запасом. Лучше у меня есть видео, где я рассказываю, да, про ковер готовый. И там я говорю, что да, лучше взять плюсом 1 моток, и лучше вы свяжете корзинки, да, из того, что останется. Вот, но у вас будет ковер одного цвета, да, тем более у меня здесь будет еще цветочки, вот эти кнопочки. Поэтому, в принципе, не так страшно, но все равно. В общем, лучше брать из одной партии. Возьмите немножко с запасом. Связать вот такие вот кнопочки, да, цветочки, бусинки. Не знаю, как их назвать. В общем, для цветочного такого ковра или кнопочного ковра. В общем, для такой полянки я тоже покажу, и для тех, кто еще только учится, да, вязать, может быть, это видео тоже будет полезно, оно будет в самом конце, как сделать вот такие вот кнопочки. Сейчас с вами начнем вязать основу, да, голову мишки, либо это основа для детского ковра другого вида, да, так скажем. Вот, круглая основа. Значит, мы берем крючок номер 9. Берем трикотажную нить. Буду объяснять, чтобы и начинающий смог тоже связать, который до этого ничего не вязал. Значит, поэтому будет подробно. Мы берем нашу рабочую нить от мотка, оборачиваем 3 пальчика, делаем нахлест, выводим сюда нить. Таким образом у нас получилось 2. Да? Мы заводим под первую и захватываем вторую ниточку. У нас вот такая петелька. Мы ее хватаем правой рукой и освобождаем наше кольцо. Его называют кольцо амигуруми, либо волшебное кольцо, волшебная петля. По-разному. Берем рабочую нить от мотка на указательный палец. Переводим то, что держали в правой ручке, да, вот эту петельку в левую. Держим. Захватываем рабочую нить, крючок. Подцепляем рабочую нить, выводим в петельку. Получается у нас первый такой столбик. Первая воздушная петля. Теперь опять цепляем рабочую нить, захватываем, вторая воздушная петля.
опять цепляем нить, 3 воздушная петля. Вот наше с вами колечко. Можно вот эту ниточку вывести. Вот 3 воздушных петли. Теперь нам нужно с вами сделать 12 столбиков с накидом. Это мы считаем за первый столбик. Дальше делаем снизу рабочую нить, потом в колечко крючок, опять захватываем рабочую нить, выводим до расстояния, вот как у нас идет здесь петелька, да, вверху, вот где 3 воздушных петли, вот на расстоянии, захватываем рабочую нить, вывели через 2 на крючке, захватываем рабочую нить, вывели в 2. Получается у нас столбик с одним накидом. Таких нам нужно связать 12. Первым это вот эти 3 воздушные петли мы тоже считаем за столбик. 1, 2, 3 делаем опять накид в колечко, захватили рабочую нить, вывели, да, на расстоянии, захватили рабочую нить, вывели через 2 на крючке, захватили рабочую нить, вывели через 2. 3 столбик в колечко, 4, захватили рабочую нить в колечко, вывели, 2, 5, 6 и таких 12, 7, 8, 9, 12. Если у вас остается маленький хвостик, да, то есть он уже исчезает у вас на глазах, вы его можете просто подтягивать и вязать. Вот, мне здесь его хватило, поэтому сейчас мы наше колечко волшебное затягиваем, тянем вот за этот хвостик за наш, и у нас колечко затягивается. Чем больше мы его тянем, тем вот эта дырочка, она становится все меньше и меньше и вовсе исчезает, да, то есть практически ее здесь не видно. Во время вязания она может немножко расползаться, ее просто тянем за этот хвостик, подтягиваем этот хвостик, тянем за него, и тем самым также минимизируем нашу дырочку, да, то есть ее совсем не будет, и так будет красиво все выглядеть. Если вы сомневаетесь, там 12 не просчитали, лучше сразу еще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Просчитайте, чтобы было 12 столбиков с одним накидом. И теперь нам нужно соединить наше колечко, да, будем соединять сейчас соединительной петлей. Дальше я вам покажу, когда уже будем больше провяжем рядов, так как я покажу 2 вида соединения, потому что я использую 2 вида соединения, когда вяжу коврик. Вот, значит, как нам соединить? Вот здесь у нас с вами 1, 2, 3 выходит наши 3 воздушных петли. И вот под верхнюю косичку, вот под верхнюю косичку мы вводим крючок, захватываем рабочую нить и сразу в эту петельку выводим. Вот, соединили. И делаем сейчас 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И сейчас по правилам круга, да, нам нужно сделать удвоение, да, сделать прибавки. И обычно, также, в принципе, если вы не вязали корзины, делаем также. На то количество, сколько в ряду мы сделали столбиков, у нас здесь, допустим, 12. Во втором ряду у нас прибавляется еще такое же количество, 12. То есть здесь 12, в следующем плюс 12, 24, в следующем 24 плюс 12, 36. И так будет увеличиваться, да, для ровного круга. И теперь, как мы делаем прибавки, да, вот здесь вот, здесь вот у нас соединительная петля, да, мы здесь под косичку вводили крючок, вытягивали, да. Теперь мы делаем опять столбик с накидом, здесь сделали накид, и сюда же вставляем крючок, да, откуда у нас выходят воздушные петли. Под косичку ввели,
2 на крючке. Таким образом мы сделали прибавку. Следующий также под косичку, да, верхнюю, сделали столбик с накидом. И теперь сюда же делаем еще один столбик с накидом. Дальше аналогично. Накид под косичку. Таким образом мы делаем наши прибавки. И опять сюда же сейчас будем крючок вводить. Вот у нас получается 2 столбика, 2, 2. И теперь под каждую косичку будем делать по 2. Еще хотела сказать про плотность вязания, да. У каждого, конечно, своя плотность вязания. И чтобы вязать корзины, искала идеальный, да, свой вариант, который бы нравился мне. Вот, но сильно прям вот туго не вяжите коврик, потому что он у вас будет скукоживаться, немного волнами будет, съеживаться. Вот, не знаю прям какое слово употребить. Вот, то есть он должен достаточно ровно разрастаться. Вот, поэтому сильно туго не затягивайте. Ну и опять же, сильно рыхло тоже не вяжите, потому что, ну, как вы видите, да, столбик с накидом, он в принципе так предполагает, что не сильно плотное, да, вязание. А если вы будете еще рыхло вязать, то есть вот здесь будет расходиться, да, еще больше столбики, да, соответственно, будут такие отверстия образовываться, тоже не очень красиво. Поэтому здесь нужно, конечно, найти свой идеальный вариант, какую-то свою золотую середину, какой плотностью вязать. И если вы будете более туго вязать, у вас больше расход еще будет, то есть больше пряжи уйдет на коврик. Вот. А на самом деле ее и так достаточно много уходит, поэтому плотно точно не вяжите, туго. Вот, значит, также делаем прибавки, да, под косичку вводим, делаем столбик с одним накидом. И потом, если сомневаетесь, лучше, если вот только начинаете вязать, да, лучше просчитайте. Просчитайте, сколько у вас столбиков получилось. Сейчас мы уже подходим к концу. Так. Значит, здесь еще вот под эту косичку вводим. И вот теперь мы подошли к тому месту, да, где у нас 3 воздушных петли. Вот они выходят из-под другой косички. Вот в эту, под эту косичку нам тоже нужно провязать. Здесь же нет у нас столбиков. Соответственно, мы тоже сюда под эту косичку вводим крючок. Вот, сделали. Ручками разравниваем наш круг. Он, то есть, немножко тоже будет, видите, стеночки вот так, да, как бы загибаются, наша кромка. Поэтому ручками немножко разравнивайте. Здесь ничего такого плохого нет. Значит, можно просчитать, да, столбики. Раз, первый, кстати, всегда считаем, да, и вначале я вам говорила, то есть 3 воздушных петли. Дальше мы будем имитацию столбика делать с накидом. Но сейчас вот 3 воздушных петли, мы их тоже считаем. Раз, это полноценный столбик. Раз, 2, 3, 24. Вот, все, сделали. Теперь мы также будем соединять ряд. Так же самое, значит, здесь у нас вот раз, два, три. Это у нас 3 воздушных петли. И вот под вот эти косички, да, мы не трогаем. Мы под следующую, да, вводим крючок снизу, да, под ввели, захватили рабочую нить и сразу в петельку вывели. Чуть подтянули, да, чтобы у нас вот так вот не болталась петля, достаточно плотно, чтобы она была. И также делаем 3 воздушных петли. Захватили рабочую нить. Раз, 2, 3. Вот, сделали 3 воздушных петли. И каким образом теперь будем делать? Мы будем делать, значит, прибавка, нет прибавки, прибавка, нет прибавки. То есть 2 столбика, 1, 2 столбика, 1, 2 столбика, 1. По правилам круга, да, как и корзины опять же вяжем, да. Если с ковра начали, то сейчас посмотрите, как это выглядит. Значит, отсюда у нас выходит 3, да, воздушных петли. Сюда же будем сейчас делать столбик
с накидом. Сделали накид, вывели. Здесь у нас прибавка. Под следующую косичку одиночный столбик. Здесь у нас нет прибавки. 2, 1. Под следующую будет столбик с прибавкой, да, 2 столбика. Раз. И опять же сюда второй. 2, 1, 2. Теперь 1. 1. Теперь под косичку 2. То есть 1 сделали столбик. И сюда же второй. Это и будет прибавка. 1. Я надеюсь, я понятно объясняю. 1. Теперь 2. 1. 2. 1. И вот таким образом мы идем до конца нашего третьего ряда. Чередуем прибавка без прибавки, прибавка без прибавки. 2, 1, 2, 1. И на протяжении всего третьего ряда таким образом и вяжем. Вот мы уже дошли до соединения, да, у нас осталась здесь вот одна петля, да, под эту петельку нам еще нужно провязать 1 столбик с накида. Провязали. И получается весь ряд у нас шло 2, 1, 2, 1, да, все четко. Можно посчитать наши столбики, здесь всего должно получиться 36 столбиков с накидом. В следующем ряду, в четвертом получается, который сейчас будем вязать, 36 плюс 12, да, должно уже 48 столбиков быть. Соединяем мы сейчас также, пока, чуть позже покажу еще один метод. Сейчас пока соединяем также 3 воздушных петли делаем. 1, 2, 3 здесь, вот под эту косичку, да, вводим крючок, захватили рабочую нить и вывели. Вот здесь у нас с вами была прибавка, да, вот здесь вот 2 столбика было, здесь 1 столбик. Каким образом сейчас будем вязать? Мы вязали сначала вот наше кольцо, да, потом все прибавки были, 2, 2, 2, дальше 2, 1, 2, 1. Дальше нам нужно вязать прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных. Соответственно, по правилам ровного круга мы вяжем прибавка после прибавки. Вот здесь у нас была прибавка. Соответственно, мы сейчас делаем 3 воздушных петли, да, начнем наш ряд. Сделали. И теперь вот сюда же мы не будем делать прибавку, потому что это над прибавкой, а сразу после будем делать прибавку. Делаем столбик с накидом 1, делаем столбик 2. Дальше у нас будет одиночный столбик, дальше одиночный. И сразу после прибавки мы будем делать вот сюда прибавку. То есть 2 столбика.
Получается 2, 1, 1, 2. Дальше опять раз одиночный, 2 одиночный. И вот здесь вот после прибавки мы делаем сразу прибавку. Раз столбик, и сюда же второй, да, делаем прибавку, то есть под этот же косичку прибавку. Вот таким образом у нас разрастается наш коврик. Значит, таким образом сейчас доходим до конца, да, то есть дальше вяжем 2 одиночные. Здесь была прибавка 2, 1, теперь 1. И здесь 2. Раз и второй. Значит, доходим сейчас до соединения. И я вам расскажу, почему я использую два вида соединения. Значит, мы подходим к соединению, да, у нас здесь еще нужно провязать наш один столбик с накидом. И получается у нас как раз 2 одиночных, прибавка, 2 одиночных, прибавка. И так на протяжении всего нашего ряда. Если вот так у вас немножко загибаются края, ничего страшного, руками распрямляйте. Это не страшно, это не значит, что вы сильно плотно вяжете. Если, конечно, сильно закручивается, там уже, да, нужно смотреть. Значит, сейчас можно просчитать, да, запутались вы, не запутались. Но, в принципе, здесь видно, да, два, там, прибавку после прибавки, да, в принципе, визуально. Ну, если сомневаетесь, лучше посчитать. То есть у нас должно быть 36 здесь было, да, в предыдущем, здесь 48, да. Вот, и считайте. Только не забывайте про 3 воздушных петли, их тоже считаем. Раз, два, три, и пошли, да. Здесь должно быть уже 48. Значит, я вам сейчас покажу два соединения. Вот смотрите, вот здесь вот, когда мы делали, да, 3 воздушных петли, и в следующий столбик мы делали прибавку. У нас здесь небольшое расстояние, да, появилось. Ну, визуально его видно. Когда мы вот сейчас, вот, допустим, соединим ряд, да, так же само, да, вот, он, в принципе, у нас стянется, да, вот, стянулось, и не так как бы видно особо, да, можно, в принципе, опять делать 3 воздушных петли и идти дальше. Вот, можно так сделать, а можно сделать другое соединение. Я вам тоже сейчас хочу показать. В принципе, да, это расстояние, оно подтягивается. И вот здесь вот, на этом соединении, вы будете, когда, если мишку будете делать, да, вы будете сюда пришивать мордочку. То есть здесь будет закрыта эта часть, это не видно будет. Вот, можно, но все равно, как бы, я обычно примерно середину делаю вот с воздушными петлями, а ближе к концу, ну, то есть я это чередую, смотрю, как мне больше нравится визуально. Иногда мы начинаем с двух, когда мы начинаем ряд с прибавок, да, вот таким образом, когда у нас два столбика, то есть это сразу стягивается, это не видно. Вот, я обычно эти методы чередую, и когда заканчиваю ряд, примерно 2-3 ряда, я делаю тоже другим соединением, вот, который сейчас покажу, потому что мордочка заканчивается, и у нас расстояние вот это остается от коврика. Вот, поэтому тоже делаю. Почему я не использую всегда второй вариант? Просто потому, что у нас шов будет небольшой с изнаночной стороны. Здесь шва с изнаночной стороны никакого не будет, коврик будет гладкий. А там, если провязать с одного ряда, если вы так сделаете, это не будет заметно. Но если вы будете вязать весь так коврик, даже если вы провяжете вот так 5-6 рядов, вы уже заметите линию, которая у вас идет с изнаночной стороны. Можете поэкспериментировать, попробовать. Вот. Кому как нравится. Я использую два варианта, мне нравится. Вот, поэтому и вам хочу тоже два варианта соединения показать. Значит, чтобы сделать другое соединение, нам нужно с вами под вот первую косичку, да, ввести крючок. С изнаночной стороны заводим. Набрасываем на крючок, выводим наизнанку. Делаем этот столбик поменьше,
примерно как у нас все столбики будут с накидом высотой. Теперь вот здесь вот под косичку вводим крючок, захватываем рабочую нить и выводим на лицевую часть. Вывели, получается у нас 2 петельки здесь, сбрасываем. Теперь под первую вводим крючок и заводим под вторую. Но набрасываем не вот так, да, сразу, а с другой стороны. Набросили, да, то есть не сразу в петельку, а вот с этой стороны, да, снизу. Захватываем рабочую нить, выводим в 2 и делаем воздушную петлю. Захватили рабочую нить, вывели. Получается, мы сделали имитацию столбика с накидом. Оно выглядит тоже достаточно хорошо. Можно его сейчас оставить, то есть потренируйтесь, помиксуйте такой способ, такой, либо делайте просто 3 воздушными петлями, да, и можно так вязать дальше. Вот, тем более здесь мордочка все закроет. Можете чередовать, как я, вот, то есть посмотрите, как вам лучше. Значит, сейчас мы будем вязать 5-й ряд. 5-й ряд мы еще будем вязать по правилам круга, прибавка после прибавки. Дальше я вам покажу, как лучше вязать, как будет ровнее круг. Соответственно, сейчас нам нужно делать 3 одиночных. Сначала у нас было 1, здесь 2, дальше будет 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка. Сейчас мы сделали вот 1 одиночный, под следующую косичку 2 одиночный. И теперь после прибавки в предыдущем ряду мы будем здесь делать прибавку. Раз, два. Вот так. Почему у нас сейчас 2? У нас будет 3, просто он будет в конце ряда. Вот здесь будет еще один столбик. Поэтому здесь делаем после прибавки, вот здесь вот сразу прибавку. Дальше вяжем 3 одиночных столбика. И вот здесь вот, да, была прибавка, сразу после прибавки, вот здесь вот делаем прибавку. Да? 3 прибавка. Дальше опять будем вязать 3 столбика и прибавка. И так пойдем до конца ряда. Провязали 3, да, вот здесь у нас была прибавка, то есть здесь уже после прибавки сразу здесь прибавка в следующем ряду будет. Значит, сделали прибавку, и так идем до конца ряда. 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка. Сразу вам расскажу, как можно соединить нить, да, ввести новый моток. Значит, у меня здесь был начатый уже моток, я думаю, вам еще хватит целого, но лучше сразу покажу. Значит, 3 способа, да, сразу расскажу. Значит, можно просто ввести новый моток. Значит, как мы делаем? Мы делаем также столбик с накидом, да, только делаем, оставляем вот здесь вот 2 петельки и провязываем их уже ниточкой от другого мотка. Вот так вот провязали. Вот эта нить, которая остается, она провяжется уже в следующем ряду, а эта ниточка, которая внизу, да, у нас будет, мы ее провяжем сейчас, да, когда будем вязать наши столбики, просто будем эту нить подкладывать. Вот таким образом мы подкладываем. Здесь подтягиваем, да, что ниточка расходится сейчас, да, что этот хвостик не закрепили. Можно сделать узелок, а потом уже эти ниточки спрятать. Вот, и, соответственно, у нас ниточка прячется. Вот. Можно так соединить. Можно соединить другим способом. Есть такая липучка, она как двухсторонний скотч работает. Ссылку на производителя пряжи я оставлю в инфобоксе, можете там такую липучку посмотреть. Ее
очень на много стыков хватает. Вот, работает, да, как двухсторонний скотч, то есть вы подклеиваете, вот, делаете такой штрих, да, снимаете сверху клейкую ленту и клеите, вот так вот накладываете, и все, ниточка у вас приклеена, и вяжете дальше. Вот, то есть называется липучка, можете использовать. Можно проверенный способ, просто подшить. Мы берем ниточку примерно в тон пряжи, да, подбираем. Берем вот от нового мотка ниточку. И прикладываем лицевой стороной к лицевой. Вот таким образом. Чтобы такой шов потом был не такой заметный, в принципе, лучше сделать так. Закрепляем нить. И идем по диагонали. Делаем диагональный шов. Сделали, и можно в обратную сторону пройтись. Сделали. И теперь нам вот этот уголок с вами нужно отрезать. Вот так вот заворачивается у нас полотно, да, и мы соединили нашу ниточку. Можно чуть-чуть шовчик этот спрятать, будет поровнее. Все. Вот таким образом можно соединить нить. Провязали наш 5-й ряд, да, вот такой у нас уже круг получился, да. Значит, теперь как будем вязать 6-й и последующие ряды. Если вязать прибавка после прибавки, да, то все равно круг нужно хорошо очень отпаривать, да, растягивать, чтобы он был такой более идеальный, да. То есть если на маленькие какие-то размеры, то в принципе такие прибавки отлично. Вот, но если делать большие ковры, то лучше делать со следующего ряда, да, получается с 6-го, немножко другие прибавки. Значит, мы с вами закончили 5-й ряд, получается, одиночным столбиком, да, и все у нас должно сойтись. 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных. Вот смотрим, прибавка, либо просчитываем, да. Значит, сейчас делаем соединение. Любое можете делать соединительной петлей, да, и делать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Можете делать, как я вам показала, да, вариант соединения. Значит, как вяжем дальше? Значит, здесь у нас будем считать, да, что у нас здесь столбик, да, уже сделан. Соответственно, под следующую косичку нам нужно вводить, делать столбик с накидом. Вот таким образом, да, делаем столбик с накидом. Дальше столбик с накидом. Одиночный. И по правилам, да, круга, как мы делали прибавка после прибавки, сразу прибавка, да, здесь вот в следующем ряду, здесь мы будем с вами делать одиночный столбик. Одиночный, а здесь делать прибавку. То есть 2 столбика. 1, 2. Вот таким образом. И дальше идем. 1, 2, 3, 4,
4. И вот здесь вот будем делать прибавку. То есть у нас после прибавки, да, мы в следующем ряду пропускаем один столбик, делаем одиночный, а потом делаем прибавку, да. И таким образом мы идем с вами до конца ряда. То есть вяжем 4 одиночных и потом делаем прибавку. Мы подошли к окончанию 6-го ряда. Значит, получается, что мы делали 4 одиночных столбика, да, прибавка, 4 одиночных, прибавка. И делали прибавку, пропуская один столбик, да, в предыдущем ряду. Значит, была прибавка, в следующем мы пропустили один столбик и вязали прибавку. И таким образом в конце ряда у нас должно быть с вами 2 столбика, да, то есть прибавка. И сейчас будем соединять ряд. Чтобы понять, ошиблись мы, не ошиблись, можно просчитать, да, так как мы увеличиваем на 12 всегда столбиков, так как начинали ряд с 12 столбиков с накидом, соответственно, в этом ряду, да, в 6-м у нас должно быть 72 столбика с накидом. Можно просчитать. Вот, значит, как дальше мы будем все время вязать, да, по какому принципу? Значит, изначально у нас с вами был первый столбик, да, это у нас кольцо, дальше все двойные, потом прибавка 1, дальше прибавка 2, да, дальше 3 одиночных, да, прибавка, дальше 4 вот здесь вот одиночных, прибавка. Соответственно, следующий ряд будет 5 одиночных, прибавка, следующий 6 одиночных, прибавка, следующий 7, 8 и так далее. Значит, здесь у нас было с вами 4 одиночных прибавков, соответственно, в следующем ряду у нас будет 5 одиночных прибавка. Значит, делаем с вами соединение, да, можно 3 воздушными соединительной петлей, да, и делать 3 воздушных петли. То есть мы сейчас под первую петельку, да, только вот эти 3 воздушных петли мы оставляем, да, и под следующую вводим крючок, захватываем рабочую нить и сразу же выводим. И делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И теперь смотрим на предыдущий ряд, да, мы заканчивали 2 столбиками, да, от удвоения. Соответственно, вот здесь вот у нас будет с вами, когда будем заканчивать ряд, одиночный столбик, вот здесь вот. Соответственно, здесь у нас будет двойной, да, прибавка. То есть сюда мы сейчас делаем прибавку. Прибавка. Теперь у нас будет одиночные столбики, 5 одиночных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим на предыдущий ряд. Вот здесь вот у нас была прибавка. Теперь у нас вот здесь вот в следующем ряду одиночный. И следующее у нас будет прибавка. 1, 2. И таким образом идем вязать 7-й ряд до конца. 5, 1, 2, 3, 4, 5 одиночных, прибавка, 5 одиночных, прибавка. И встречаемся с вами в конце ряда. Провязали 7-й ряд. Вот здесь вот уже мне осталось последний столбик одиночный провязать. Получается, что мы вязали 5 одиночных, прибавка, да, и заканчивать мы должны 1, 2, 3, 4, 5, да, 5-й одиночный столбик, да, потому что начинали ряд как раз-таки мы с прибавки. Вот, когда будете вязать, да, все больше и больше, да, и у вас, когда ряд будет начинаться с 2 столбиков, да, с прибавки, не проморгайте этот момент, потому что поймете вы это только в конце, когда большой диаметр. Жалко, что пропустили, потому что я сама, бывает, когда вяжу, смотрю какие-то видео, да, на том же ютубе,
Вот, поэтому лучше повнимательнее, да, просмотрите, что было в предыдущем ряду, учтите, что будет прибавка, да, учтите, что будет один столбик, который нужно пропустить, и здесь уже следующий прибавка, да, то есть когда мы начинаем же вязать, мы же не видим этих столбиков, да, просто нам нужно представить, да, и просчитать, что будет в конце, вот. Значит, вяжем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 ряд у нас. 8 ряд можно теперь сделать соединение другое. Мы заводим под косичку, да, вот как я вам второй вариант показывала соединение. Можно здесь такое сделать. Выводим на изнаночную часть. Теперь заводим крючок под косичку, захватываем с вами рабочую нить, выводим, сбрасываем с петельки, заводим под первую и захватываем вторую снизу, захватили, теперь захватываем рабочую нить, выводим через 2 и делаем воздушную петлю. Сделали имитацию столбика с накидом. И дальше вяжем. Как здесь у нас было 5 одиночных, следующий ряд у нас будет, значит, 6 одиночных, прибавка. Здесь у нас была прибавка, соответственно, следующий мы делаем одиночный, да, вот здесь у нас была прибавка, здесь одиночный, и следующий ряд, под следующий столбик у нас будет прибавка, да, двойной. Вот так вот. Дальше вяжем 6 одиночных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Можно просчитывать, да, и смотреть в предыдущем ряду. Значит, была прибавка, дальше одиночный у нас в следующем, и значит дальше у нас будет прибавка. Раз, два, 2 столбика. Вот таким образом. Здесь прибавка, 2 столбика было, в следующем ряду 1 пропустили и 2. Дальше вяжем 6 одиночных столбиков и встречаемся с вами на соединении. 6 прибавка, 6 прибавка, 6 прибавка, 6 одиночных прибавка. Таким образом вяжем. Подошли мы к завершению, да, 8 ряда. Получается у нас как раз здесь 1, 2, 3, 4, и здесь у нас уже 5, 6, да, столбиков, как в начале еще 2. Все получается сходится, да, все ровно, то есть 6 столбиков прибавка. Дальше мы теперь вяжем, можно соединить и таким же образом, да, как и в предыдущем ряду, можно сделать соединительный столбик, да, сделать 3 воздушных петли. И 9 ряд мы будем вязать, если в предыдущем было уже 6, да, одиночных, в следующем ряду уже будет 7 одиночных, прибавка, 7 одиночных, прибавка. Но не забываем после прибавки пропускать 1 столбик. То есть сейчас мы будем вязать одиночный, здесь одиночный, в следующий сразу делаем одиночный столбик. Одиночный, одиночный. Вот здесь у нас была прибавка в предыдущем, здесь пропустили одиночный, и здесь будем вязать 2 столбика. Раз, два. Дальше мы вяжем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали, и теперь будет прибавка. Раз,
И сюда же второй. И весь ряд мы вяжем по такому же принципу. 7 одиночных прибавка, 7 одиночных прибавка. И весь ковер точно так же. Здесь 7 у нас столбиков, да, между прибавками. В следующем ряду будет 8 столбиков одиночных между прибавками. В следующем 9, 10, 11, 12 одиночных. И все зависит от того размера, да, сколько вы хотите, какой диаметр ковра, да, какой вам нужен по диаметру круг, сколько вам нужно связать. Вот, далее вяжем с вами сколько вам нужно, да, по диаметру. Тогда встретимся с вами на завершении, да, когда уже будем заканчивать, да, заканчивать наш коврик. Когда вы уже довяжете ковер, то просто ниточку пока набросьте. Вот таким образом выведите, но не обрезайте нить, потому что она нужна будет, чтобы потом обвязать ковер и пришить ушки. Вот, поэтому ниточку оставляйте. Вот эту ниточку, да, которую в начале, которую мы делали, да, круг амигуруми, можем сразу же спрятать, взять крючок поменьше и спрятать ее по ближайшим петелькам. Вот таким образом просто заводим, прячем. Прячем. Вот. Прячем, сколько считаем нужным, да, и обрезаем. Можно, в принципе, эту ниточку вот чуть-чуть отвести в сторону, да, от петли, подшить, да, и обратно ее перевернуть, чтобы ее видно не было. Можно хорошо спрятать и не подшивать, ничего не разойдется. Вот, значит, отпаривать, да, нужно отпаривать ковер в любом случае. Поэтому берем хлопчатобумажную какую-нибудь ткань, либо берем марлю, ее хорошо мочим и прислоняем, кладем на ковер, утюжком проходим и сразу тянем, разравниваем наше полотно, вот, то есть придаем форму. То есть хорошо пропариваем и оставляем на ровной поверхности, потому что как он у вас лежит, вот вы его отпарили, так он высохнет и такой останется. Поэтому смотрим, чтобы хороший круг получился, да, по диаметру, да, ровный весь. Вот, значит, пропарили, да, сколько посчитали нужным, весь ковер пропарили, а оставляем вот на ровной поверхности до полного высыхания. Как только он высохнет, да, вы тем временем вяжете детали, да, и потом уже будете это все пришивать, уже когда коврик уже готов и он высох. Вот, значит, сейчас покажу видео, да, как вязать вот такие вот маленькие цветочки, если кому-то пригодится, чтобы у меня будет такая цветочная поляна такая, даже кнопочки, наверное, с кнопочками такими. Вот, думаю, будет, кто начинает, тому пригодится тоже это видео. Спасибо, девочки, вам сразу скажу за просмотр. Смотрите другие части, потому что в них детали мы вяжем. Все ссылки будут внизу. Буду рада, если вы напишите комментарий, понятно ли было все, да, получился ли коврик. Вот, спасибо еще раз за просмотр. И сразу попрощаюсь. Пока-пока. А кто хочет связать, поэтому ждите, сейчас будет видео следом. Хочу показать, как сделать вот такие кнопочки, да, к нашему коврику. Может быть, кто-то только учится, да, не умеет еще делать, поэтому я сейчас покажу. Значит, мы берем крючок номер 8. Если у вас нет восьмерки, вы купили только девятку, ничего страшного, можно тоже и девяткой сделать. Вот, но мне удобнее восьмерку взять. Оборачиваю 3 пальчика, делаю нахлест, так же само, как в начале для ковра мы делали. Захватываем под первую, вводим крючок, захватываем вторую, выводим, освобождаем колечко, да, берем рабочую нить, указательный пальчик, захватываем рабочую нить, делаем первый столбик. И вот таких столбиков нам нужно связать с вами 8 столбиков без накида. Можно сделать и 9, и 10. Вы смотрите просто, какой диаметр вам такой кнопочки нужен. Вот, и делайте, как вам кажется, визуально лучше. Я делаю 8.
Вот эти делала 8. Здесь у меня потоньше была ниточка, я делала больше. 11, по-моему, я делала. Вот эти по 8. Значит, первый мы сделали столбик без накида. Теперь в колечко крючок. Захватили рабочую нить, вывели. Захватили, вывели. Второй столбик опять в колечко. Захватили рабочую нить, вывели. Захватили рабочую нить, вывели. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Если у вас хвостик заканчивается уже, да, его можно просто подтянуть. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И последний я 8 провяжу. Провязала. Теперь наш хвостик подтягиваем, да, затягиваем наше колечко. Сильно я здесь не затягиваю. Можно вот сделать здесь дырочку. Можно больше подтянуть, чтобы ее вообще не было. Это смотрите, как вам больше нравится. А теперь отрезаю нить рабочую. Много не нужно. То есть оставляйте там совсем небольшой хвостик. Вытягиваем ниточку на лицевую часть. Теперь вот у нас идут вверху косички. Под первую косичку заводим крючок, захватываем рабочую нить и выводим на изнаночную часть. Теперь нам нужно сделать имитацию соединения, да, то есть вот сделать косичку такую. Мы с изнаночной стороны вот под изнаночную часть петли вводим под такую черточку крючок и в серединку петли ввели, захватили наш хвостик и выводим на изнаночную часть. Теперь здесь делаем узелочек, сделали. И по ближайшим вот здесь вот буквально чуть-чуть совсем спрячем наш хвостик. Этот хвостик сюда. Этот хвостик сюда. И обрежем наши ниточки. Все разравниваем. Я немножко вот здесь вот дырочки все оставляю. Вот, и потом пропариваем. Эти у меня еще не пропаренные кнопочки. Вот такой цветочек, кнопочка, пуговка у нас получается.